Гленморанджи, долина спокойствия. Одна из моих любимых винокурен с очень высокими перегонными кубами, высота которых сопоставима с жирафами, как утверждают винокуры. И, кстати говоря, патронируют этих высоких животных. Опыты с винтажами на Гленморандже начались задолго до 1997 года. Первый их винтаж был дистиллирован в 1963 году. Виски провел 22 года в бочках из-под бурбона, а затем финишировался год в бочках из-под хереса Олороса. Розлит он был в 1985 году, и это еще один факт, говорящий о том, что финиши — это далеко не современная история. Я посчитал рассказать об этом релизе по двум причинам. Первое. Подписчики часто спрашивают, почему мы не дегустируем и не рассказываем о релизах, которые имеют стабильную оценку 90 и выше. И во-вторых, Гленморанджи родоначальники различных финишей и довыдержек, а этот релиз очень интересный и необычный тому пример. Что интересно, далее после 1963 года последовали 1972, 74, 75, 76 с их порт-вуд финишем. Возможно, это был первый порт. Перед нами релиз Bond House номер 1, о чем на красивой металлической пластине большой-большой деревянной коробки, напоминающей какой-то гробик для мелкого домашнего животного, о чем написана небольшая история о том, что этот склад выдавал эксклюзивные и самые интересные релизы. И 1989 год был первым годом этих винтажей, этой серии, а в 90-м этот склад уже почему-то был закрыт и переоборудован в Steelhouse. Steelhouse — цех или помещение производственное с перегонными кубами. Первый релиз 1989 года — это Côte Rôtie Wine Casks Finish. Как вы, наверное, уже догадались, история винтажей и числа на бутылках и коробках позаимствована у французских виноделов. Ведь год выдержки всегда имел значение для каждой бутылки вина, однако мы мало что понимаем в миллизимности и винтажности дистиллята, то есть зависит ли год дистилляции конкретного солода или теруарности в этот год на конкретный релиз. Этого никто сказать точно не может. Более того, винокурня и к Франции то имела отношение непрямое, и лишь в 2004 году была включена во французский холдинг Louis Vuitton Moet Hennessy. Итого, перед вами работа знаменитого доктора Билла Ламсдена, рок-звезды в мире виски. Однако винтажи не его детище. Он начал работу на винокурне в 1995 году и оседлал волну финишей до выдержек, в принципе, довольно удачно. Перед вами 43% крепости, холодная фильтрация, по всей видимости, окрашен, хотя имеет красивый медовый глубокий цвет этот виски. Хотя все же смысл винтажности мало кому понятен, однако мы все хорошо знаем об экспериментах доктора Билла Ламсдена, и это одна из первых его работ. Здесь виски выдержан 12 лет в бочках из-под бурбона. И далее происходил финиш в течение 11 лет в бочках из-под вина Бордо, которая хранилась в складах Montrose Estate, которая находится в самом гламурном субапелласьоне Франции Медок. Вы только посмотрите на этот чудесный склад винных бочек, у нас люди-то так не живут. Мне этот склад напомнил какую-то католическую церковь. Так или иначе, эксперименты Билла Ламсдена начались именно с этих релизов. И, как утверждает книжечка, которая находится внутри этой коробки, вот такая книжечка, пластинка еще одна, бронзовая, с надписью и историей про эти винтажи. И, как утверждает эта книжечка, Билл хотел создать нечто экстремально новое, то, что еще не видел этот мир. Говорят, получилось нечто незабываемое. Давайте проверим. Аромат очень легкий, тонкий, свежий, воздушный. Уверенные тона ячменя и перловой каши. Тыква, кстати, взял с собой. Облепиха, спелый розовый персик, тропические фрукты, нежные цветочные тона вишневого цвета, то есть цветков вишни.
Гвоздика, кориандр и свежая сочная трава. Вызревший лимон и корица. Вкус терпкий, сухой, очень яркий. Яркие тона зрелого на пике своей свежести розового персика мохнатого. Ананас, много тропических фруктов, много специй и пряностей. Отчетливо чувствуется имбирь и черный перец. Также чувствуется красный перец и горький миндаль. Сладость невысокая, я бы оценил ее в 6 из 10. Послевкусие. Зрелые розовые персики в красивом тонинном обрамлении. Легкая горечь и терпкость, сухость и вяжущесть во рту. Итого, очень красивый и нежный виски – это тонкое и сложное переплетение зерновых тонов с цветочно-растительными тонами, а также фруктовыми экзотическими тонами. Но это не сладкий виски, он довольно сложный, полнотелый и насыщенный. Очень интересный профиль розового персика, который пронизывает насквозь все три компоненты: аромат, вкус и послевкусие. И такой виски хочется не пить, а скорее вкушать или даже поглощать. Оценка 91, уверенный 91 балл. Что интересно, перед вами свежий релиз, и пока последний из серии Bond House номер 1, розлит он в марте 2021 года. Цена этого релиза 700 евро. Дорого это или нет, это зависит от того, есть ли у вас лишние 700 евро для того, чтобы пополнить свой бар восхитительным и шедевральным виски. Я бы даже сказал, что это дамский виски. Этим виски, я уверен, можно удивить свою спутницу. Говорить об аналогах не приходится. Мне не приходит ничего на ум о том, с каким бы виски можно было сравнить столь утонченный, изящный, изысканный, великолепный и изумительный виски. Что касается воды, воды добавлять не хочется портить очень серьезную и очень классную работу доктора Билла Ламсдена. Здесь и крепость, и все на своих местах. Крепость 43 градуса вполне и более чем достаточно для этого релиза. 40 градусов не нужно. Крепость выше также, на мой взгляд, в принципе не требуется. Виски, 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 виски.